Бывало ли у вас чувство, что история человечества, которую мы знаем, неполная? Что из ее страниц кто-то вырвал куски, стер абзацы, а целые главы запер в архивах, куда не добраться простому исследователю? Нам преподносят красивую, удобную и простую версию, от дикарей с дубинками до космических спутников. Все логично, все последовательно, и все слишком гладко, чтобы быть правдой. Иногда кажется, что перед нами не история, а тщательно отредактированный сценарий, где неудобные факты просто вырезаны. А то, что остается, выстроено в удобную линию, где каждое новое открытие лишь подтверждает старую схему. В интернете ходят сотни роликов о запрещенных артефактах, древних механизмах, таинственных находках, исчезнувших цивилизациях. Но большинство из них — блестящие игрушки, отвлекающие внимание. Настоящие тайны, те, что не попадают в ленты новостей и не обсуждаются на конференциях. О них молчат не потому, что они выдуманы, а потому, что их существование ставит под сомнение все, что мы считаем аксиомой. Сегодня мы не будем говорить о подделках и фантазиях. Мы спустимся глубже, туда, где артефакты, признанные слишком невозможными, оказались под замком. Это не легенды, не конспирология, а реальные предметы, зафиксированные документами и протоколами исследований. Предметы, чье существование не отрицают, но чье значение стараются не обсуждать. Если вам близок такой путь, поддержите это расследование. Ваш лайк, комментарий и подписка помогут нам продолжать искать то, что другие предпочитают не замечать. А теперь начнем обратный отсчет. И начнем мы не с легенды, а с факта. Маленького, металлического и совершенно невозможного. Румыния, 1974 год. Клин, нарушивший законы времени. На берегу реки Муриш группа рабочих копала траншею под строительный объект. Обычная смена, обычная работа. Глубина котлована достигала 10 метров, и среди глины начали появляться кости. Массивные, древние. Позже специалисты установили. Это останки мастодонта, огромного слоноподобного зверя, жившего более 20 тысяч лет назад. Но среди костей в том же слое лежал предмет, который не должен был там находиться. Небольшой металлический клин по форме напоминал деталь от современного механизма, может быть, часть инструмента. Рабочие передали находку археологам, те — в лабораторию. И когда пришли результаты анализа, исследователи просто онемели. Состав — 90% алюминия. Ни сплав, ни руда, почти чистый металл. Для непосвященных это звучит обыденно, но вот в чем проблема. Алюминий не встречается в природе в готовом виде. Это продукт сложной металлургии, требующий колоссальных температур и электричества. Человечество научилось получать его промышленным способом лишь в конце XIX века. И все же в руках у румынских исследователей оказался алюминиевый объект, найденный рядом с костями, которым десятки тысяч лет. Более того, поверхность клина была покрыта плотной оксидной пленкой, следом длительного окисления, процессом, который занимает не годы, а века. Лабораторное датирование показало ошеломляющее. Возраст артефакта — около 250 тысяч лет. Если это правда, то выходит, что кто-то владел технологиями производства алюминия задолго до появления человека разумного в современном виде. И это уже не просто находка, это вызов всей истории металлургии и цивилизации. Форма клина лишь усиливала загадку. Она напоминала элемент опоры, часть конструкции, возможно, посадочную ногу летательного аппарата. Конечно, официальные специалисты назвали это совпадением, но странным образом дальнейшие исследования были остановлены.
Клин был отправлен в музей в городе Клуж-Напока, где и по сей день хранится под замком. Доступ к нему ограничен. Любые запросы независимых исследователей встречают формальный отказ. В научных кругах его обсуждение стало дурным тоном, желтой темой, к которой серьезные археологи стараются не приближаться. Официальное объяснение не прозвучало. Не было опровержения, не было подтверждения. Просто тишина. Как будто кто-то решил, что легче забыть, чем объяснить. Так Клин из Румынии стал символом. Фрагментом невозможной технологии, оставшимся то ли от цивилизации, существовавшей задолго до нашей, то ли от тех, кто, возможно, пришел на эту планету задолго до нас. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, кем он был создан, а в том, почему его решили спрятать. Миннесота, 1898 год, камень, который нельзя обсуждать. Америка, конец XIX века. На севере Миннесоты, среди бескрайних полей и болот, живет шведский переселенец по имени Олаф Оман. Обычный фермер, переселившийся сюда в поисках земли и спокойной жизни. В тот день он занимался привычным делом — выкорчевывал деревья, чтобы расчистить участок. Но под корнями одного из стволов он наткнулся на что-то странное — массивную плиту из серого песчаника, покрытую непонятными символами. На первый взгляд — просто старая каменная глыба. Но когда корни убрали и надпись очистили, стало ясно — это не природные узоры. Это письмена. Руны. Олаф отнес плиту в ближайший город, и новость быстро распространилась. Ученые, священники, журналисты — все хотели взглянуть на находку. Когда надпись расшифровали, эффект был сравним с разрывом бомбы. Текст утверждал, что в 1362 году группа из 30 норвежцев и шведов прибыла на эти земли, исследуя континент задолго до Колумба. Запись рассказывала о гибели 10 человек и о том, что оставшиеся вырезали эту надпись в память. Если верить камню, то скандинавские исследователи побывали в сердце Северной Америки за 130 лет до официального открытия континента. Сенсация? Безусловно. Открытие, которое могло бы переписать школьные учебники. Но вместо признания Олафа Омана ждал холодный прием. Ученые и историки набросились на находку с яростью, будто она угрожала устоям науки. «Фальшивка», — заявили они. «Руны слишком современные, гравировка слишком свежая. Такой язык появился только в новое время». Аргументы повторялись, но никто так и не объяснил, зачем простому фермеру, жившему вдали от цивилизации, подделывать древний артефакт. Он не пытался его продать, не искал славы, напротив, избегал внимания. Однако ярлык «подделка» уже прилип. И вот тут начинается самое интересное. Научный спор — нормальное явление, но история кенсингтонского камня превратилась во внутренний запрет. Его не запрещали официально, не изымали, не уничтожали. Просто тема стала табу. Любой археолог или историк, кто позволял себе всерьез рассматривать возможность подлинности камня, фактически подписывал себе приговор. Научные гранты отклонялись. Статьи не принимались в журналы. Коллеги отворачивались. Профессора предупреждали студентов прямо: «Хотите защитить диссертацию? Держитесь подальше от кенсингтонского камня». И это работало. Неофициальный, но мощный запрет, основанный не на законе, а на страхе. Страхе потерять репутацию, должность, уважение коллег. Почему? Потому что признать подлинность камня означало признать, что история открытия Америки не такая, как нам ее рассказывали. Что за 130 лет до Колумба европейцы не просто добрались до континента, но и освоили его внутренние территории.
а это рушит целую политическую и культурную конструкцию, выстроенную веками. Так, камень Омана остался не столько археологическим артефактом, сколько символом академического страха. Он и сегодня хранится в небольшом музее города Александрия, штат Миннесота. Никаких запретов, никаких цепей, просто стеклянная витрина и тишина. И все же каждый, кто смотрит на эти древние руны, понимает, если хоть слово на этом камне правда, значит, наша история написана не с первой главы. Йонагуни, 1986 год. Город, скрытый под волнами. Юг Японии, остров Йонагуни. Конец 1980-х. Небольшой рыбацкий островок, где жизнь идет размеренно и спокойно. Местные дайверы часто спускаются под воду в поисках косяков акул-молотов, редких, но ценных трофеев. Один из них, Кихачиро Арата, в ноябре 1986 года нырнул в привычном месте и оказался перед чем-то, что невозможно было объяснить. Под толщей воды, на глубине около 30 метров, он увидел гигантские ступени. Не скалы, не кораллы, а каменные террасы, ровные, правильные, словно выточенные рукой мастера. Сначала он подумал, что это природное образование. Но чем дальше он плыл, тем яснее становилось. Перед ним не природа, а архитектура. Подводное плато тянулось на сотни метров. Массивные стены, прямые углы, лестницы, переходы, площадки. Одна из структур напоминала пирамиду. Правильную, ступенчатую, возвышающуюся на 27 метров от морского дна. Все это было высечено из цельного каменного массива. Когда снимки и видео попали в руки ученых, в Японии вспыхнула буря. Одни утверждали, что это естественное образование, результат тектонических разломов и эрозии. Другие настаивали. Перед нами древний рукотворный мегалитический комплекс, которому не меньше 10 тысяч лет. Геолог Масайки Кимура из университета Рюкю посвятил десятилетия изучению этих подводных структур. Он утверждает, углы слишком прямые, поверхности слишком ровные, а расположение объектов слишком упорядоченное, чтобы быть случайностью. По его расчетам, Йонагуни был построен, когда этот участок суши еще находился над уровнем моря, а значит, до конца последнего ледникового периода, не менее 10 тысяч лет назад. Подумайте об этом. Это значит, что за 5000 лет до пирамид Египта, за 6000 до Стоунхенджа, в этом месте существовала культура, способная вырезать из камня целые монументы. Но вместо всеобщего интереса и масштабных исследований наступила тишина. Японское правительство отказалось признавать Йонагуни объектом культурного наследия. Запросы на финансирование научных экспедиций отклонялись, а зарубежным исследователям отказывали в разрешениях на погружение. Официальное объяснение звучит просто. Недостаточно доказательств, что это сооружение создано человеком. Однако за этим дипломатическим формулированием чувствуется нечто большее. Страх разрушить привычную хронологию развития цивилизации. Если признать, что Йонагуни — творение рук человеческих, придется признать и существование древней неизвестной культуры, которая владела знаниями и инженерными навыками, далеко опередившими свой каменный век. Той культуры, о которой не осталось ни письмен, ни легенд, ни потомков, только эти гигантские ступени, уходящие в бездну. И, возможно, именно поэтому Йонагуни до сих пор официально считается природным феноменом. Потому что признать иное значит признать, что человеческая история началась гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Пока течение и время медленно разрушают камень, подводный город ждет своего часа, того момента, когда мы, наконец, осмелимся посмотреть на прошлое без страха. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории?
Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.